охоту в Испании планировал в 2015 году. Так получилось, планы отодвигались. На 2016 год спланировали поездку в феврале месяце, так как февраль месяц он более такой благоприятный для охоты. Связались с агентством Blazer Safari. Они рекомендовали именно Лана, его компанию. Он профессиональный гид, добавок он сам охотник. Я полностью доволен его работой. Первый день прибытия была небольшая задержка в аэропорту, связана с получением оружия, после чего мы погрузились в благополучный автомобиль и двинулись в отель, к месту охоты. Отдых происходил в небольших гостиницах, отелях. Пока мы добрались, начался такой серьезный порывистый сопровождение снега, ветер. Соответственно, та запланированная пристрелка и проверка оружия, она отменилась и перенесли мы ее на следующий день. Проверка оружия происходила на территории первого охотхозяйства, где мы планировали взять кридотского козерога. Считается, всегда нужно проверить оружие по той причине, что мы же не знаем, как его транспортировали, роняли его, не роняли при транспортировке. Как обычно, завод-изготовитель, когда делает упаковку, даже это прочный, хороший кейс, внутри вырезаются общие размеры под различные прицелы, соответственно, оружие не плотно зажато. Я сам лично делаю упаковку, сам лично вырезаю именно потом оружие, потом прицел, чтобы как можно меньше был люфт движения. Все от этого зависит. Когда же оружие как бы монолитом, оно лежит плотненько, то все вот эти вот внешние удары, они не так страшны. Но тем не менее все равно принято проверить, произвести выстрел. Одна была сложна при проверке, не надо плотно завтракать, потому что проверка стрельба с лежа, это мешает. Я бы сказал, что плотный завтрак на 100 метрах сместил меня на 5 сантиметров, просто практически там, на одну угловую минуту больше. Как бы никогда не ездил стрелять с плотным животом, и это первый раз. Ну все, познается в опыте. Пристрелка прошла. Оружие проверено. При транспортировке повреждений не обнаружено. Мы выехали дальше на автомобиле в горы. Доехали до охотхозяйства, пересели в автомобиль местного егеря, который нас поднял на 1780 метров над уровнем моря. Начался сильный снег, пурга и очень сильный ветер, который нас буквально с ног сносил. Увидели определенную группу из молодых козерогов. Но тем не менее снег постоянно шел, и мы не могли четко разглядеть, есть ли там трофейные экземпляры. Машина стояла на одном месте, но ощущение такое, что она двигалась по бездорожью со скоростью 50-60 км в час. Просто общались и наблюдали. Ждали, когда пройдет пурга и, возможно, распогодится, станет ясно. Трехчасовое ожидание ни к чему не привело. Сложный день сегодня. Спустившись на 800 метров над уровнем моря, мы увидели отдельно стоящего козерога, который наблюдал за дорогой. И половина корпуса была скрыта кустарником. Козерог аналогично остановился и стал наблюдать за нами. Мы медленно выгрузились из автомобиля, заняли позицию. Позиция была идеальная, расстояние было близкое, но козерог стоял прямо. Он предложил подождать, пока он развернет корпус, чтобы выстрел был произведен в лопатку сбоку. Такое наблюдение друг за другом. Он за нами, мы за ним.
продолжалась порядка минут 15. Дважды я запрашивал у Хуана разрешение на выстрел. Это напряжение все равно сопровождалось тем, что, во-первых, и глаз уставал, во-вторых, было опасение, что его может что-то напугать. Время идет, я предполагал, что он в любой момент просто резко может уйти. Попадание было четко в лопатку. Но так как все-таки, видать, не перебитый был позвоночник и лопатка сама, пуля прошла внутрь, козерог порядка 20 метров пробежал и упал. Estaba así mirando. 15 лет. Вот таким образом был взят первый козерог. Есть такая характерность в этих калибрах 338. Сила и скорость пули такова, что она прошивает животное и продолжает двигаться. Это всегда происходит так. Если стреляешь более 500 метров, то, как правило, даже попадая не в жизневажные органы, животное ложится. Удачный день сегодня. Сейчас мы ждем, пока разделают тушу, укомплектуют трофей и будем выдвигаться обратно в отель. Завтра нас ждет следующее хозяйство. В этом хозяйстве нам все понравилось. С первого места переехали уже в другой отель, где мы остановились. Утром пораньше, стали часов 7 утра. Развели легкий завтрак и выдвинулись на территорию хозяйства с сопровождением местных егерей. Предварительно, я так понимаю, разведку местные сделали и утверждали, что в определенном районе есть трофейный экземпляр, довольно интересный, но мы его там не обнаружили по рации. Мы получили информацию о том, что он находится в расстоянии 30 минут езды на автомобиле, то есть он перешел на другой склон. Подойдем ближе, посмотрим. Козерог жировал, в этот момент он постоянно передвигался, скрываясь за кустами, появляясь. 470 метров. Можно, в принципе, было произвести, наверное, выстрел, но он предложил все-таки подойти поближе. Очередной раз получилось, что мы подошли уже совсем близко, было расстояние 140 метров. Скрывшись за деревом, мы стали выжидать, когда он выйдет из зарослей. Сперва вышла основная группа козерогов, потом, соответственно, и наш козерог, как в тире, то есть расстояние 140 метров, стал четко боком. Грация. Да. Вот такая охота в Испании. Довольно
я сказал бы, легкая, без всяких таких сильных затруднений. Так подъехали на автомобиле, прошли метров 300, увидели козерога, буквально минут 15 ожидания. Он как в тире, вышел, встал, выстрел, пал. Единственное, хотелось бы дальний выстрел произвести, но ближе позиции не было. У нас по плану было 9 дней, а 2 козерога на 3 дня у нас уже были взяты. Мне было предложено плану рассмотреть возможность взятия 5-го трофея. И утром выдвинулись на место нахождения двигистого барана. Что-то много, сейчас грузил, килограмм 25 на. Мы не видели ни одной особи, ни одной группы. Вообще такое ощущение, что двигистых баранов в этой местности нет. Перебравшись на другой участок после обеда, мы видели ряд групп двигистых баранов, но они не представляли трофейного интереса. Одна группа вообще была рядом, позиция наша была на вершине, внизу они спокойно паслись, порядка 9-10 штук, но самцы были в уровне 3-4 лет, остальные были самки и вообще маленькие козлята. Стрелять не стали, так как всего 2 молодых самца и остальные маленькие. Естественно, приняли решение дальше двигаться, искать трофейного. 650 метров на горе. Первый вроде трофейный. Слева который. Решили обойти баранов, с другой стороны зайти. Но не удалось. Мы поднялись пешком 300 метров и попали в жесткий туман. Видимость была нулевая, время уже темнело, сумерки начались. Приняли решение все-таки уехать обратно в отель. Для того, чтобы не портить запланированную охоту, решили выдвинуться, значит, за юго-восточным козерогом и Рондой. Но тем не менее, с утра мы все-таки снова заехали по пути в район нахождения двигистого барана. Был дождь и туман. Увидев его на расстоянии 480 метров, начали быстро в суматохе готовиться к выстрелу. Выстрел был сделан, но был промах из-за позиции, из-за спешки. Второй выстрел не стал делать, так как группа начала двигаться. Я считаю, когда
охотник стреляет, он должен стрелять наверняка. Если этой уверенности нет, то лучше не производить выстрелы. Мы свернулись и уехали за юго-восточным Козерогом. Если llega ahí, mira, cojones, mira, выделили за Козерогом, поднимаемся. Как местные егеря сказали, что есть довольно 3 экземпляра, но один из них крупный. На Козерога. Я так понимаю, довольно подготовительная работа большая проходит по поиску местонахождения и отбора трофейного экземпляра. Что касается охоты на барана, по крайней мере, в моем случае, это было все произвольно. Мы приехали и наугад вели поиск. 3-дневный поиск все увенчался успехом. Мы нашли довольно достойный экземпляр, но пройти близко не удалось. Расстояние было 480 метров. Был произведен выстрел, но неудачный. Не знаю, по какой причине произошел промах. То ли неправильно рассчитал корректировку, то ли на Чебаковый ветер в ущелье был, который сыграл свою роковую роль. Но в нашем случае, в случае барана, он остался живой и благополучно поднялся в гору, перешел через нее. Ну а мы остались без трофеев. Сейчас у нас впереди поиск 2 трофеев Козерогов, после чего, если все удачно сложится, мы вернемся к нашему барашку. Местные егеря нас встретили, мы переехали в место, где они наблюдали группу юго-восточных Козерогов. Ветер был с их стороны на нас, а потом буквально в 30 минут в нашем наблюдении ветер поменялся, и мы были ими обнаружены. Мы же произвели попытку обойти с другой стороны, но быстрым галопом передвигались с одного склона на другой. Но мы не успели выбрать позицию для выстрела. Добавок есть языковой барьер, приводит к тому, что Козероги успешно ушли. В 7 утра выдвинулись в район охоты, уже в другой район охоты. Поднявшись на высоту 1700 метров, пройдя буквально минут 40, мы увидели на склоне группу пасущихся Козерогов на расстоянии 330 метров. Мы начали готовиться к выстрелу. Произвел определенную такую ошибку, сделал с первым выстрелом. Я карабин положил на рюкзак, то есть не расправляя сошки. После выстрела мы увидели, что вся группа галопом начали разбегаться, но четкого понимания попадания выстрела я не увидел прицел, так как карабин лежал на рюкзаке и был скачок ствола, потеря цели. В этот момент надо было видеть моих коллег, их осуждающий взгляд на меня, как же так. Я тоже был в определенный момент недоумения. И пока вот эти все оценки происходили, егерь указал нам, что Козерог стоит еще один, который нужно произвести выстрел. Тут же я сделал замер, было 350 метров, уже установил так, как мне надо, карабин на сошке, и произвел выстрел. Попадание было по месту, четко отслеживал падение. Мы начали двигаться к трофею. Он обнаружил 2 попадания. То есть предыдущее попадание было, но оно произошло в живот, что являлось смертельным. Козерог через кусты продвинулся и остановился. Это был тот же Козерог. Калибр, с которым я охочусь, Т-38, он наиболее универсальный. Калибр менее подвержен боковым ветрам. Добавок, с ним ты можешь охотиться как и на крупного зверя, также и вплоть до косуль. Я полюбил этот калибр и охочусь только с ним. Вкусно!
немножко отдохнул. В 16:00 выдвинулись в сторону района охоты Ронда. Вот здесь была довольно интересная охота. Местные егеря в составе 4 человек нас встретили. То есть нас было 3, их 4. 2 егерей уже в возрасте, солидно. Я так понимаю, это были авторитетные охотники. И вот такой большой группой мы пошли в район охоты Ронда. Ну, вот такая вот местная охота. Мы увидели на нижнем склоне пасущийся козерог. Расстояние было 515 метров, если быть точным. План все-таки предложил пройти ближе, так как уже наступали сумерки, объяснив тем, что если мы подойдем поближе, то выстрел будет наверняка, и мы все-таки сможем добрать тот незапланированный 5 трофей. Ну и добавок было сложно на 500 метров определить, какого из 3 козерогов брать. Пройдя на 280 метров расстояния, здесь мы четко определили наиболее интересного цепляра. Был произведен выстрел, чуть он был смещен от лопатки, но он был смертельный. Sierra Nevada ibex in the morning, now in the evening, Ronda ibex, dead. Козерог он передвинулся метров на 20-30 место попадания пули, ну что и в принципе естественно при калибре 3,8. Very good. Very good. Все-таки охотиться со своим оружием гораздо приятнее и надежнее, нежели ты берешь на прокат. Я за 7-летний опыт охоты никогда не охотился с прокатным или арендным оружием. Кажется, более комфортнее и приятнее, когда ты со своим оружием, к которому ты уже привык, которое ты знаешь, в котором ты уверен. Это очень важно. С другом Хуаном выдвинулись с утра на обследование пешим ходом за поиском кривистого барана. Это уже был 9-й, последний день. Завтра нас ждал самолет. То есть за плечами у нас было 4 козерога, но не было кривистого барана. Хотя считается, что этот трофей он легкий и не представляет сложности в поиске. Проходя порядка 3 часов, мы видели 3 группы, но обратно же с молодыми баранами или самками. Поднявшись на уровень с 1600 метров на 1920, Хуан заметил группу. По его оценке, это было 7-8 лет. Трофей все-таки не того качества, не того возраста, который бы вообще стоило бы рассматривать. Позиция была очень интересная, расстояние было 300 метров. Они нас не заметили, двигались в сторону другого склона. Было 2 варианта: вернуться без кривистого барана. Было принято решение все-таки брать. Finally, after 5 days, made a great shot in the hunting.
трофей, да, на самом деле оказался порядка 7-8-летний. Не то качество, которое бы хотелось бы, но в пользу нашего решения скажу, что один глаз у барана был сильно поврежден, видать, в боях. Скорее всего, он бы, наверное, умер, потому что шел такой сильный воспалительный процесс. И, наверное, то, что мы сделали, конечно, в итоге оказалось правильно. На этом мы взяли все-таки свой 5-й трофей, не запланированный в эту поездку.